Выспался? Ты уже 8-й раз меня это спрашиваешь. Небольшая экскурсия по чил-зоне для игроков. Show me, please. Let's go! 3 versus 3 as the Blackbeard is starting to put the diffuser down, and this is something Virtus.pro have done so well so far, Jesse. Just stay fucking focused in the match. Don't be cheated at each other. TCSG comes around the corner, gets the opportunity. Siege timing at its finest, can't find the second though. Всем привет, ребят. Мы находимся в Париже на eSports World Cup. Прошло уже 2 игры против Edward Gaming и Фейзов. Выиграли Эдвардов, но проиграли Фейзам в близкой борьбе. Сегодня у нас будет выходной. Ну, как выходной, будем рубить праки безостановочно и узнаем соперника, победителя пары Weibo Gaming и Enterprise. Покажем вам место проведения, все покажем, все посмотрите. Смотрите до конца и подписывайтесь. Расскажи про плей-ин. Стало ли для тебя большим шоком, что Shopify и Rebellion не отобрались? Плей-ин прошел, в принципе, как ожидалось, но кроме игры Shopify. Но тут больше, мне кажется, не Shopify, а то, что циклопы в какой-то невероятном прайме на этом турнире, потому что они, ну, если бы они только Shopify выиграли и на этом закончили свое выступление, то тогда понятно было, что просто Shopify не проснулись. Но они потом в next игре All Gamers просто снесли 7-0. И Зарзира они, ну, можно сказать, их снесли тоже, но чуть не повезло. Там 3 карты супер близкие. Ну, кроме первой они просто салат снесли. То есть видно, что циклопы как-то очень уверенно подошли к этому турниру, прям находятся в полном прайме. А вот у Shopify, у них была очень сильная индивидуальная статистика у игроков. Но почему-то им, получается, не хватило. Они просто, ну, по моему видению, они хорошая команда, но они как-то нестабильно играют. Они могут кого угодно выиграть и прям... Да, и кому угодно проиграть, потому что, допустим, те же, вот они в Солт-Лейке заняли 2 место, очень хорошо играли, могли выиграть турнир. Потом смотришь стейдж, и они, типа, даже на Солт-Лейк они выходили, по-моему, с LCQ, там, да, последний вагон, так сказать, запрыгивали. Сейчас они тоже вышли, получается, с последнего сида Америки. То есть я считаю, что такая команда Shopify должна в Америке топ-1 вообще без вопросов занимать и спокойненько отдыхать. Ну, чего-то им, видимо, не хватает, или нервничают ребята, или еще что. Потому что, ну, с такими игроками можно уверенно, спокойно играть. Ну, как минимум, плей-ин точно проходить. А что насчет китайских команд? Китайские команды как будто вот сейчас в данный момент, как когда только АПАК другие команды начинали выходить на турниры, то есть, ну, ребята умеют там стрелять, но у них нет понимания, потому что даже у опытных команд, когда нет понимания, как играть на лане, пошла на совершенно другая игра. Ну, я думаю, с тем, что у них плей-офф проходит на лане, они быстро смогут стать конкурентоспособными командами на больших турнирах. Ну, мы их на первой карте. На первой карте просто домой все отправили. прочитано. Первая карта уничтожили. Вторая карта, которую мы пока что на официалках вообще не понимаем, как играть. Это вторая официалка на этой карте, в принципе. И на 3-й мапе мы могли сыграть намного лучше. Мы могли играть овертаймы, мы могли сыграть... Ну, могли, по сути, даже выиграть, потому что там было много раундов хороших для нас. Но в целом это... Если не лучшая команда мира сейчас, то одна из лучших как минимум, там условно топ-2, топ-3. И челы этим стаком уже очень давно играют, они просто очень большой опыт имеют стрессовых моментов. У нас как-никак 3 новичка. Мы с Данилой, так сказать, все, что можем, передаем новичкам. Пытаемся, так сказать... Мы хороший и плохой полицейский с Пашком. Пашок, да. Хороший полицейский, а плохой ты полицейский. плохой? А я плохой полицейский. Ну, это, серьезно? Это смена ролей надо происходит. Да. Дарк тоже, он в своей сфере подкован. Тоже что-то стратегические, какие-то там спорные моменты тоже он всегда может разрешить. И мы с Данилой такой больше опыт именно игровой. Там, как на лане правильно двигаться, какие мысли в голове держать, когда играешь. На лане игра очень на Counter-Strike похожа просто, где у тебя чел на Б на Мираже прыгает на машине, инфу собирает. Вот если у тебя такого чела в Радуге нет в паре позиций, то ты просто потом будешь сидеть, и у тебя чел, блядь, наебало, прыгнул тебе уже. А у тебя инфу никто не собрал, у тебя нет чела, который на машине прыгает. Надо потому что инфу собирать, потому что звука нет, надо только... Звука вообще нет на лон-билде, просто фул другая игра, я не знаю, почему какая-то магия. А у нас, опять-таки, 3 человека, которые всю жизнь играют в онлайне, на лайв-билде, на котором есть звук, на котором звуков 10 раз больше. С такими вводами мы все равно, типа, играем там 7-4 на десайдере, и при этом там 10 раундов, которые мы могли лучше сыграть. Ну, там 5, ладно, не 10, а 5 раундов.
Небольшая экскурсия по чил-зоне для игроков на EWC. Всех дисциплин. Вот это все, это чил-зона. Тут есть PlayStation 550 штук. Вот тут вот стол, вот этот, как в ТикТоках, где можно футбол попинать под столом. Круто, слушай. Да, это Вы можно... пробовали играть? Нет. Ну, вообще выглядит очень масштабно. Как будто тут больше именно чиловой зоны, чем в Рияде. Не знаю, по сравнению, как будто больше людей, в принципе, именно. Или просто у нас так дисциплины совпали. Ощущается, что очень много народу разно. Тут вот фотобудка, где можно сделать фотку, и тебе она сразу печатается. Тут баскетбол. Тут на реакцию всякие штуки. Там можно сделать, чтобы у тебя было 10 фоток, можно, чтобы одна там в таком формате, в таком всяком. Тут есть, ну, вот это вход в еду. Там все игроки едят, ну и став тоже. Здесь бильярд. Так, а чем вы успели уже позаниматься в Париже? Что-то Ну, попробовали? мы в первый день только пошли, сходили. Но я посмотрел опять на Эльфовую башню, а мужики в первый раз. Ну, кроме науки и Криса, понятно. Ну, так чуть прошли, типа, потому что мы просто устали очень. Там, после перелета мы хотели хотя бы вещи скинуть, но, ну, убирали комнаты, поэтому пока дропнули вещи, пошли, прошлись. И потом сразу хотя бы передохнуть зашли, и потом сюда поехали. Тут можно смотреть игры, играть, там, что хочешь делать. Вон там вот важное место, где ты можешь подойти, попросить, тебе сделают свежевыжатый сок и все виды кофе, какой хочешь. А на остальных турнирах такое есть? Нет, такое только на ЕВЦ, по моей памяти. Вот это, по-моему, Heroes Club, но туда, по-моему, только чемпионы ЕВЦ могут зайти. Кто в прошлом году выиграл? Мне кажется, не только в прошлом, просто кто типа чемпион ЕВЦ. Потому что ЕВЦ же сколько А что уже? там, ты не знаешь? По-моему, там просто 2 дивана. И, ну, там есть массажные кресла, точно, я знаю. На ЕВЦ есть бесплатный массаж. Есть барбер, вот мы все ходили к барберу. По-моему, тут был за поворотом. А, барбер прям для всех игроков. Да, мы записались и ходили к барберу. Ну, потому что у меня до ЕВЦ вот такая борода была. Давай, из 10 оцени уровень организации. Ну, выглядит все стильно. Круто, что есть уникальные вещи, которых нет на других турнирах. Ну, типа, то, что это есть, это круто. Потому что, ну, я вижу, что тут постоянно очень много народу в этих Ну, это откисает. став, наверное. Такие, Да как не, вы. ну тут... Не, ну, мне кажется, условно, если ты еще игрок по Теккену. Или там по какому-то файтингу. Ты же можешь спокойно сидеть тут, чилить. Зачем тебе сидеть в практике? Ну, мое любимое место то, что можно пойти либо кофе, либо сачку попить. Еда всегда на ЕВЦ разнообразная, хорошая. А остальное, ну, не для меня. Как минимум, но круто, что это есть. Тут практисы, их 100 штук. Тут под все дисциплины, под все. У нас вот такой вот практис. Я так понимаю, у всех они одинаковые. Кабинка, все есть, столы классные, стулья нормальные, компьютер хороший. Стол мне очень нравится, кстати. А, они регулируются, да? Да, но он именно такой какой-то деревянный, прикольный, первый раз такой вижу, потому что обычно дефолтные столы такие черные, а это какой-то под дерево сделанный, такой стильный. И на некоторых турнирах уже был у меня такой опыт, где именно практисы вот такие, типа, как будки, и они все в одном месте, в ангаре таком. Но мне больше нравится все равно, когда такое место общее, что ты там ходишь, кого-то встречаешь, постоянно что-то разговариваешь, чем чисто в своей комнате сидишь, никого не видишь, там только на игре встречаешься, а тут всегда ты что-то пошел попить взять, встретил кого-то, поболтал, потом пришел, поиграл, поорал там кому-то за стенку и все. Так в целом все прикольно сделано, как так вот пошел. О тех командах, которые уже прошли в плей-офф, кто-то есть, кто не заслужен или наоборот, ну, то есть удивили вас? Да, в целом все заслуженно, но, очевидно, группы не сбалансированы, потому что невозможно сделать сбалансированные группы. Ну, вот, условно, Dark Zero, первый сид Америки прошли, сыграв с секретами, которые сейчас после решафлов вообще поплывшие. И потом они играли с цагами, но цаги реально сильные. Они сыграли так, что цаги вынесли их просто на лейере. Потом они сыграли, еле-еле выиграли банк 8-6. И next карту еле-еле выиграли 7-5 с Dark Zero. Ну и таким образом прошли в плей-офф. Как бы. Ну, цаги объективно сильный оппонент сейчас на этом турике. Очень опасные ребята. Валкарт рубились с Falcons. 2 карты близких. Мы рубились с фейзами. 2 карты просто разменялись пиками, и последняя относительно близко. В целом закономерно. Наверное, самая легкая игра из всех вот этих 4 была у GK против Фурии. В Нишке вообще сильные команды оказались. 8 Steam Liquid. После этого они будут играть с цагами, а цаги сейчас в лютом прайме. То есть у нас из 3 сильных команд пройдет только одна. Это пиздец. Талисман от девушки. А ты его, по-моему, брал еще в Salt Lake City. Salt Lake City я убрал, он тоже охранял. Dark, how do you feel in a so multicultural team? What is the difference between Russian-speaking players and European one? First, I feel good because we learned so much different things. The Russian guys here, like mainly I'm saying like Danila and Pasha, have too much experience before with a full Russian team, and for me they have like a work in a different way. They all used to be in Brazil and other teams as well.
So I learned too much different things, different point of views for some points about the game. Also, we combo that together, we mute that together with a new experience like Nikita and Rorik, right? And all the different full scenario with the French guys. So for me, it's like a mix, and we just enjoy the good things, right? We see what we have a good for combo together like a team, and for me, it's just very good for us this experience. How they divide the roles? Some years ago, to understand about Siege was to ask like who is the support, who is the frag, and things like this. But in my view, Siege right now is a kind of different. When you're talking about attack, it's important to have a shoot player, shotgun players, glass player, good demos players, good green player. So I think we divide like this. You know, we have like special talents. In, for example, Danilo is a really good glass player. He knows how to play with this operator well. When you need some aggressive things to domain some short position with shotgun, Nikita do that very well. Neko, shield player, he's maybe the best of the world in these positions. When you need crazy things, any operator, Pasha is the guy who do that things for us. So we kind of divide like this. We have I think right now on Siege we need more like this. You have to be specialist in some operators when sometimes it's hard to play some hard positions, and basically it's like that right now. Nico, what do you think about your tomorrow opponent, Weibo Gaming? I don't want to talk too much before match. No, but I think they are the best Asian team in Rainbow Six. I think they are bad. So yeah, but I'm still confident. But we cannot take them lightly. Nikita gonna play until 2 a.m. Yeah, I don't know what you arm for. For tomorrow, yeah, maybe. Yeah, if you want to be Oh, I ready did 6 map, I'm ready. I've never been ready that much. After playing Shurup. He went to toilet and he will never come back. He went to toilet and went outside. Yes. He jump out the window, yes. When he heard photo, нет. You can take No, a but photo like only Dan can. you can take a photo by your own. Okay, goodbye. How is communication in your team going? Because during your screams, I thought sometimes Russian guys they like speak in Russian and. Yes. No, you know, it's all of us don't have like native English language, so even us sometimes it's hard to find words. And when it's like only Russian alive, for example, it's easier for them to just speak Russian. But Почему у тебя одна фотография большая? But the problem is sometimes even when we are live, they speak Russian, and I want to punch them when they do that. So kinda hard. Show me, please. Like a passport photo. No, but it's a serial killer. It's not passport photo. No, it's confident before game. Je vais voir ta photo. Опа. Wow. White and black. Show us, please. Very Don't serious. disturb me. Very serious. Whoa, whoa, whoa. Show us, please. Classic ones. The sad. Wow. And the thinking. I give it to you. You can keep it. Никита решил перефоткаться. Я такую ужасную сфоткал. Let's go, Pasha. Pasha, let's go. What did you do? О! Вау. What is this? А пошли со мной сядем. Я не залезу туда. Возьми вот с этой хотя бы сфоткайся вместе. You have to watch this. Просто не знаю, The что best one. Best one. It's original. Bullshit, нахуй. What am I even doing, guys? Ай-яй-яй. Я очень... Ай-яй-яй. Okay? Okay? Aye. Okay? Uh-huh. Not too bad. Not too bad.
Ребята, делимся щедрой скидкой в 20% на топовую периферию от Red Dragon. Магнитные клавиатуры, беспроводные мышки, гарнитуры с объемным звучанием. Все станет дешевле на 20% с промокодом Virtus.pro. Переходите по ссылке в описании и побеждайте вместе с Red Dragon. Nico, how many Russian words have you already learned from Russian speakers teammates? I know how to say hello, how are you? People stuff. Okay, in Russian, please. Привет, как дела? Пожалуйста. Some small words. Maybe some I cannot say right now. Выспался? Ты уже 8-й раз меня это спрашиваешь. Ну, еще раз скажи. Нет. Ну, сейчас отвечу, что нет. Ну, еще раз хорошо. Спасибо, думаю, позже, да. Позже, да. А Паша выспался? Да. Да? Конечно, пошел к этому. Мне кажется, да. ночью выспался хорошо. Шок, он всегда высыпается. Да. Бодрый уже, наверное, на арене. Он уже, наверное, играет. Мне кажется, да. Мне кажется, он уже там в сцене настраивается, тапчик делает. Да. Пока мы только едем. Он уже, наверное, в зале занимается просто. Да. Потому что он такой он спортсмен, он в 6 утра обычно встает. If we are in playoff, do you have someone who are going to come and support you on arena? Yes. My parents and my girl. Wow. And you? Вау. Wow. Wow. And Skis, and what about you? Do you have someone who are going to come and support you in playoffs? Maybe my cousins. He may be my friend. Phil, wanna come? Ah, you also have Yes. One friend. only one friend. Oh, you have only one friend. Yes. Dan, what about you? Nobody. Nobody. Yes, no. Dark, how do you feel the communication in VP team? It's funny. We learn first Russian and French and Portuguese have a main word sim. Which one, for instance? For Russian, I remember one, like a square, quadrado. Ah, Russian is quadrado as well. quadrat. What more, Danilo? Same words we use. Huh? Popo, yeah. Popo for 3 languages the same. Что он сказал? Консульство шале. Попался. Или нет? Консул шале и maybe попался. Шале? Консул шале. Yes. Maybe попался. What do you mean maybe? Because I didn't hear last part. But Dark said everything. Шале, консул. You want to play the house, but what is the house? I mean, I can play anything. I can play V-Life. Calypso Casino. Yes. Do you feel that like Pasha and Dan are some sort of mentors in this roster? Yes, but for too much things, they teach too much, you know, like for different ways. Like you can learn a lot if you so. In the same way, like I say, Skies and Nick as well, for different experience and different points. But Danilo and Pasha for sure is like a special here for giving more experience for everyone. And what about our upcoming game of Weber Gaming? What do you think about this team? Do you have some specific preparation for them or like basic I one? think the map battle was very clear. We know what they're gonna pick, what we're gonna pick, so no problem about that. We already finished the prep on the prep room. They have to show every round right. So when you're playing attack, make the round fucking nice against. Don't lose it. Like that boss, because maybe you say something you know someone was not ready. Or don't lose a round because you're playing slow like with 15 minutes. You're to go, right? The problem I don't need. Guys, you can do right now. Yes, you can. Oh, wait, I need 5 seconds. Okay, in 5 we do. Now, yes, 1, 2, 3, boom, explosions, right? So show how you're doing. We know how to do exactly everything what we're gonna do in this round, and it's not the first time. Let's go. Bots! Let's fucking do it, bots, I said. Let's go.
I love this kind of aggression coming out from where. Ooh, it didn't work out. Brilliant from Speakeasy. The problem that he's got is the challenge coming in from Pasha. Difficult situations. It's all up to Turd. Cut down by Skies. Manages to get the kill on the Solis, but great flank from Turd there. Takes down Dan. 3 versus 3 as the Blackbeard is starting to put the diffuser down, and this is something Virtus.pro have done so well so far. Jesse, round after round, is covering those planters. Don't need to take the risks here. They don't really need to take the fights. They just need to push them around. Where have we seen this before? Dan and Nako, they just come alive in the last 20 seconds. 10 seconds left to go. Dan manages to pick up 1v1. It's all up to Dan. He doesn't miss. 7-0 Virtus.pro. A 2v5 one out, Jesse. Guys, we need to be focused. Yes, very careful. Better job, done a better job of holding on to it. Dan manages to pick up Hoven as well, make it a double. They couldn't get it out of Pasha, picks up Dan. 2v4 becomes a 2v3. They're going to have to put the diffuser down, not a chance, as Nako gets the kill. Pasha with the last teammates have taken down the majority of Virtus.pro. Nitro over the top, manages to find the down onto Dan, and that leaves us now with a flawless round. The second they hear this rappel, they should be able to shut him down and take the 7-3 victory. This map has been just a bloodbath, all favoring Weibo. Turd's done so much. Here's the final kill. 7-3. Et on va dans ce best of 3. Just stay fucking focused on the match. Don't be cheated at each other. If there is problem, we'll see at the end. If you are eliminated today, it's fine. We'll see later, but not in the match. I want to stop you when you guys do that. So please just focus. Now it's clear. Let's go. We are so much better than them. We'll destroy them. Let's see what's first time. What is important? Banking and savings. Pretty much the fault. Turd needs to get value out of this utility before they execute. Skies picks up Gotti, another one as they go in through the window. It's Dan taking down Speakeasy, 5 versus 2, as Skies is there for another. Virtus.pro have just collapsed beautifully. Turd was unable to get any of that value downstairs. Pasha manages to pick up Hoven. There was Candelas available. They didn't use them, and they paid the price. Dan picks up Reaps as well. Turd works his way in though, doesn't have the diffuser, so he's going to have to play for the kills here. Knows there's one inside of blue, knows there's one inside of Moto. Nothing he can do. Skies manages to get the kill onto the Solis though. That leaves Speakeasy all alone. He's got the TCSG, comes around the corner, gets the opportunity. Siege timing at its finest. Can't find the second though. Yeah, I mean, this is completely off the site at this point, Tim. They're all fighting towards Master, and it's going back and forth. These extended players are starting to fall back now. 45 seconds still on the clock. Speakeasy and Reaps, they kind of want to head back, but if they're hitting shots like this, they might not need to. Got it is on site though, so he does have a 1v1 opportunity. Pick off the defenders as they try to move back as it is. I think Weibo take a really nicely timed run. 1 versus 4. This one could guarantee a minimum of overtime. They jump over the top of him. It always raises the question of Turd on the snake. He's got an absolute freebie. We've picked him out as a danger. No way. Throughout this game, he makes the F2 sing again. Then we're going to see the shield drop into Moto. Speakeasy goes for it, but Nako, he's there. He keeps the dream alive. As does Rorik. 3v2. Just need to keep holding on. Nako low health, so is Rorik. Reaps with another, make it 15. Sending everything, looking for this last man. I'm not sure that they're aware of Rorik's position, but got it. Плохо, тяжело, грустно. Передумали себя, начали придумывать велосипед, потом просто занервничали и все. Не сказал бы, что они в чем-то были сильнее нас. Просто дефолтные базовые раунды сыграли лучше, чем мы, и за счет этого выиграли. Так обычная команда, которая хорошо выступает за счет того, что квалифицируется на каждый турнир, на каждом турнире играет, набирается опыта. Абсолютно обычная команда, которую мы должны были выигрывать спокойно. Если бы была возможность переиграть один раунд этого матча, какой бы это был? На 6-5.
я бы встал вместо Рорика на ноги, Рорика бы отправил репелиться, убил бы Орикса, мы убили бы Кэтволк, были бы 5-3, и все. Поздравляю с победным проходом в плей-офф. Желание побеждать, что я еще могу выиграть, и пока я знаю, что я могу, я буду продолжать играть и стараться показывать максимальный результат, который могу. Не знаю, ну, может, мы чуть грустнее отреагировали, чем на поражение в Солт-Лейке, потому что уже как-никак второй турнир с командой, а не первый, а результат, по сути, тот же, что мы не вышли из группы. Я все считаю, что неплохо играем, против тех же фейзов тоже достойно играли. Ну, для науки это большой опыт в любом случае, потому что он молодой, а AGL, он еще меньше, чем он играет в компетитив. Для него это все равно, каждое поражение для него большой опыт, который он может себе взять. У него точно есть навыки хорошие, чтобы быть AGL-ом. И ну, просто ему нужно набраться опыта, чтобы понимать в трудной ситуации, как надо выбрать там стратегию или что надо подколить, заколить. Я заберу с собой, мне кажется, первое поражение в своей карьере Апаку. Сейчас, конечно, в текущей CG не сказать, что прям такая колоссальная разница между командами, условно, там, Бразилии, Америки, Европы и азиатского региона, потому что те же Циклопы, ну, вот этот турнир очень хорошо играли, прям со всеми очень сильными командами, близко могли выигрывать, могли проходить дальше. Я думаю, мы отдохнем где-то неделю-полторы и будем готовиться к второму стейджу, разбирать какие-то фундаментальные ошибки, которые привели к плохому выступлению на этом турнире. Микроошибки, в них нет смысла разбираться, потому что у тебя в каждой игре будут какие-то микроошибки, это надо смотреть уже по ходу дела и больше фундаментальные какие-то вещи фиксить, там, коммуникацию, принятие решений и так далее. Будем работать, и потому что впереди важная задача отквалифицироваться на мейджор, который поможет нам выйти на Invitational. А для меня Invitational — это самое важное вообще, что есть в этой игре. Спасибо, ребят, большое, что поддерживали, болели. Извиняюсь, что выступили ниже ожиданий. И надеюсь, что сможем вас порадовать во втором стейдже и потом на мажоре. Всем спасибо.